Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Очень многие начинающие копирайтеры недовольны своими доходами. Конечно, отчасти низкая прибыль объясняется отсутствием у новичков необходимого опыта, репутации и прочее. Однако в немалой степени неудачи начинающих копирайтеров зависят от их страхов. Действительно, многие неопытные копирайтеры опасаются вещей, к которым нужно относиться с ответственностью, осторожностью, но никак не со страхом. Давайте рассмотрим классические фобии начинающих копирайтеров и постараемся разобраться, как с ними бороться. Итак, первый страх – я не умею писать, у меня нет таланта. Чтобы научиться танцевать, нужно танцевать. Чтобы научиться рисовать, нужно рисовать. Здесь также, чтобы научиться писать, конечно же, нужно писать. Второй страх – мошенничество. Мошенники действительно нередко охотятся за начинающими копирайтерами. Во-первых, их интересуют денежные средства, а во-вторых, результаты труда веб-райтеров. Ведь готовые тексты также обладают своей ценностью, однако бояться злоумышленников не стоит. Дело в том, что все их схемы давно изучена. Поэтому для того, чтобы выявить обманщика, достаточно ознакомиться с парой-тройкой статей, посвященных данной теме, например. Про мошенников в интернете у меня есть отдельный ролик. Обязательно посмотрите. Для начинающих, особенно копирайтеров, это очень важная информация. Ссылку оставлю в описании. Номер 3. По русскому языку была тройка. Пишу с ошибками. Копирайтер не филолог. Копирайтер – это тот, кто с помощью своих текстов может убедить читателя совершить какое-то действие. Например, купить, перейти по ссылке, рассказать, ну и так далее. Плюс есть куча программ, в которых можно сканировать текст на ошибки. Четвертое – это освоение новых тематик. Очень многие новички в копирайтинге опасаются браться за освоение новых тематик. И это очень большая ошибка. Дело в том, что получить приличный доход, работая лишь с ограниченным спектром тем, практически невозможно. Именно поэтому нужно брать себя в руки и изучать, а затем и работать даже с узкоспециализированными тематиками, тем более, что информации в сети много, и найти необходимые данные, касающиеся любой сферы, очень просто. Номер 5. Копирайтеров уже много, куда я еще? Во-первых, их немного, я бы даже сказала, что их катастрофически не хватает. Ну а во-вторых, даже если и много, то такого, как вы, нет. Вас наградили способностями писать не для того, чтобы вы оставались в скорлупе и боялись показаться миру. Поэтому пишите. Шестой страх – это освоение новых видов деятельности. Еще один крайне популярный страх неопытных копирайтеров. Речь идет о смене вида деятельности в рамках копирайтинга. Например, если новичок занимается рерайтингом, то его трудно заставить попробовать освоить копирайтинг. То же самое касается и веб-райтеров, торгующих статьями. Перейти на выполнение заказов им чаще всего банально страшно. Естественно, с такими ограничениями собственной деятельности нужно бороться, иначе заработать приличные деньги не выйдет. Седьмой страх: а если не получится, что обо мне подумают другие? Даже если ничего не будешь делать, а тебе все равно подумают что-то не то. Так что лучше делай. Помни, ты либо наращиваешь веру, либо страхи. Если действуешь, то появляется вера в себя, других людей, возможности мира. Если бездействуешь, то нарастает страх и сомнения. Откуда здесь взяться в вере, если у тебя нет опыта и примера, что все возможно? Восьмой страх – смена площадки. Некоторые начинающие копирайтеры опасаются менять площадку для работы. В особенности это касается веб-райтеров, начавших свой путь с бирж уникального контента. Привыкнув к одному из таких сервисов, новички не желают пробовать другие, вероятно, более доходные варианты. Кроме того, биржи не вечные, и любая из них в один прекрасный день может стать никому не нужной, а значит и зарабатывать на ней дальше будет невозможно. Девятый страх: очень страшно получить минус, то есть отрицательный отзыв покупателя. Ну вот, старалась, писала, вроде бы и неплохо, и тут на тебе плохая репутация. Избитая фраза о том, что покупатель всегда прав, увы, применима не только при посещении супермаркета в вашем городе, но и здесь, в супермаркете контента. Не спешите обижаться на того, кто, на ваш взгляд, поставил вам незаслуженную оценку. Попытайтесь исправить ситуацию, предложив покупателю устранить в статье то, что его не устраивает. Как правило, всегда можно найти компромиссные решения. Для вас, например, полученный минус должен стать не только неприятным щелчком по носу, но и хорошим стимулом к тому, чтобы значительно улучшить качество своей статьи. Если этот урок будет усвоен, то вы значительно продвинетесь в карьере копирайтера. И помните, минус – это не навсегда, если все быстренько исправить. Номер 10. Я боюсь критики, ошибок, быть на виду. Самый главный страх я оставила на сладкое. Страх критики – верная гарантия того, что вы не вырастете. Вы же, например, не попадете на вечеринку, если не пойдете на нее, так?
Это логично. С копирайтингом все то же самое. Побоитесь пойти дальше, так и останетесь внизу. Без вариантов. А вообще копирайтеров уровнем повыше критикуют много и часто. Это нормально. Это самое обычное дело. Это показатель вашего роста. Когда они могут повторить, начинают критиковать. Не бойтесь быть на виду. Да, не самое приятное дело, но и к критике со временем привыкаешь. Успешных всегда критикуют. Просто примите как данность и не бойтесь. Для роста ошибаться, получить критику и быть на виду обязательно. Все победы начинаются в голове. Победите свои страхи и привыкните к тому, что они теперь всегда будут рядом. Для того, кто идет на пролом, страхи не должны быть проблемой. Тысячи копирайтеров, которые начинали раньше меня, до сих пор пишут по 100 рублей за 1000 знаков или даже меньше. Хотя за это время они могли создать себе чудное будущее. А все из-за страхов. Тот, кто не испугается, будет на виду и будет успешен, остальные мимо. Не проходите мимо такой чудесной возможности сделать себе карьеру и будущее в копирайтинге. А у меня на этом все. Скоро мы с вами увидимся. Пока-пока.